Куриная печень по-корейски. Сегодня мы готовим с вами куриную печень, и потребуется она нам в объеме 500 грамм. Та печень, которую я купила, там также имеется и в комплекте и селезенка. Они продавались вместе. Первое, что нужно сделать, это хорошо промыть печень в холодной воде. Также, как вы видите, здесь селезенка и печень вместе, поэтому я их разъединяю очень просто руками, и затем, если все недостаточно хорошо было почищено, то это нужно сделать. То есть все грязные, ненужные части и всяческие кровяные затеки мы с вами должны снять, промыть и убрать. Также, если на селезенке будет не снята пленка, то мы должны будем ее с вами удалить. И затем, после того, как мы все почистили, хорошо, мы должны будем это все еще раз хорошо промыть в холодной воде и положить все это отекать. Далее мы подготовим с вами овощи, а именно половину моркови, 1 луковицу, 5 долек чеснока и 2 стручка зеленого лука. Морковь мы разрезаем напополам и нарезаем ее такими средними полукольцами, средней толщины. Лук мы разрезаем напополам и нарезаем тонкими полукольцами. Затем мы нарезаем чеснок. 5 долек чеснока мы нарезаем тонкими кусочками. Затем зеленый лук. Его мы нарезаем тонкими кольцами. Если печень не разъединена на 2 половинки, то разъедините ее либо руками, либо разрежьте ножом. И мы подготавливаем также соус. Здесь у меня корейский маринованный лук, который я готовила в одном из предыдущих видео. И я буду использовать соус от этого маринада 5 столовых ложек. Если у вас такого маринада нет, можно использовать обычный соевый соус, но в объеме 3 столовых ложек. Далее я добавляю в этот соус сахар, 1 столовую ложку, и сироп. В Корее используют кукурузный сироп, я использую сироп агавы. И также, если у вас нет сиропа, вы можете его просто заменить на мед или сахар в объеме 1,5 столовой ложки. И черный молотый перец 1 чайная ложка. Все это мы перемешиваем и отставляем пока в сторону. Нагреваем сковороду с растительным маслом, которое нам потребуется в объеме 3 столовых ложек. Нагрев масла, мы закладываем прежде нарезанный чеснок и пассируем на среднем огне. Когда масло зашипело и лук начал, точнее чеснок, прошу прощения, начал золотиться, мы закладываем куриную печень. И готовим все это на среднем огне, помешивая. Когда печень поменяет цвет и даст сок, то тогда мы заливаем соус. Залив соус, мы все это перемешиваем, чтобы весь объем печени и селезенка, которая была уже в комплекте вместе с печенью, покрылась соусом. И тогда начинаем добавлять овощи. А именно сначала закладываем морковь, как более твердый овощ, перемешиваем и некоторое время пассируем, пока морковь наполовину не размякнет. И тогда добавляем остальные овощи, это лук и зеленый лук. Все это перемешиваем. И когда все это размякнет наполовину, мы добавляем 1 зеленый перец чили, нарезанный кусочками средней толщины. Все это мы перемешиваем. И получается, что в общей сложности мы готовим 5 минут без овощей в начале и 3 минуты уже вместе с овощами.
После этого мы добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки и кунжутные семена, также 1 столовую ложку. Все это мы хорошо перемешиваем, и все, блюдо, собственно говоря, готово. Выключаем огонь, снимаем с огня, и можно подавать это к столу. Как закуску я тоже подаю корейские соленья. Ссылка здесь вверху на то, как их готовить, и в конце видео. И посыпаем кунжутными семенами при подаче к столу. Как вы видите, блюдо это совершенно не хитрое. Готовится оно просто и достаточно быстро. В общей сложности вы не потратите на приготовление этого блюда более 20 минут. Так что советую хоть раз попробовать приготовить. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!